Так, друзья, доброе утро. Давайте-ка мы поищем, на что мы сегодня будем снимать. Надеюсь, нам что-нибудь интересное подкинули. О, что это такое? Опачки. Фига себе. Вот это монстр. Итак, друзья, смотрите. У нас сегодня Canon EOS R6 Mark II. И вот такой вот интересный объектив, легендарный. Sigma 70-200 мм с диафрагмой 2.8. Это модель DG HSM. Моделька старая. Объективу уже много-много лет. Вот, но тем не менее он до сих пор остается актуальным. И давайте мы сегодня с ним прогуляемся. Такс. Неплохо эта пара скоммуницировалась, скажем так, сагрегатировалась. И в принципе древний практически объектив и современная пока еще камера уживаются очень легко и непринужденно. У нас сегодня, ребят, прогулочка по Которосльной набережной. Впереди мы с вами видим Которосльный мост. Ну, вот для тех, кто спрашивал, подойдет ли 70-200 для городской фотографии, ну вот судите сами. Да, друзья, наверное, знаете, хочется отметить, что этот объектив, уходя, поставил на весы, в общем, чтобы проверить вес. Ну, весит без малого 1594 грамма. 1,6 килограмм чистого веса. Вместе с блендой, с крышкой. Ну, вот крышечку снял, там 10 грамм ушло. Ну, такой, вызывающий доверие размером, своим весом. Так, лодочку он тоже зафиксировал, несмотря на то, что очень далеко удерживает автофокус. Ну, блин, круто. На улице светло, поэтому выдержка у меня 1 2000-я, 1000-я, варьирую. Ну и диафрагма, в зависимости от того, что снимаю, я кручу. Вот сейчас стояла 2.8. До этого мост снимал, делал 7.1, чтобы поменьше было размытие, чтобы картинка в перспективе была более резкая. Вообще красиво сегодня, несмотря на то, что холодина. Что-то пейзажное тоже, что ли, снять. Держать тяжело в руках, надо сказать. Особенно, когда выжидаешь какой-то момент, прям руки начинают подрагивать. Ну, в общем, что, это вместе с камерой получается больше 2 килограмм. Ну, так достаточно ощутимо. Еще, ребят, если вы увлекаетесь городской фотографией, не репортажной, не путайте с репортажной, то не нужно ставить, даже если у вас есть возможности камеры, высокоскоростную съемку. Иначе вы что получите? Вы получите 30 кадров абсолютно одинаковых. Делайте стандартную скоростную съемку, у вас будет как-то меняться динамика, и это будет, ну, немного поинтереснее, чем если уж использовать самую-самую высокоскоростную. Но если вы снимаете репортаж, друзья... О, господи. Да ладно, не шуми. Все, ухожу. Вот, а вы говорите, фотография безопасное дело. Также можно инвалидом стать.
головой поехать. Ой, в контровом ничего не видно. Парк Тысячелетия, друзья. Построили его в честь тысячелетия города Ярославля. Меня фотографируете? Да. Если будете здесь, обязательно посетите. Достаточно интересно, уютное место. Просто здесь с семьей, с детьми посидеть, отдохнуть. И можно покататься вот на том колесике, которое входит, если я не ошибаюсь, там в 7 или в 10 самых больших колес обозрения в РФ. И вот такой интересный мишка. Если я не ошибаюсь, то создатель его господин Церетели. И у этого мишки блестит носик. Туристы ему натерли. 70 миллиметров, а у меня медведь еле-еле помещается в кадр. Быть в Ярославле и не поснимать храмы, отставить, это недопустимо. Ну что, создадим такт при помощи выстроенных самокатиков. Они у меня еле помещаются. Так, нам зеленый свет. Ох, а идем-то мы против солнца, ребят. В общем, 70-200 сильно не разбежишься. Но зато и вперед подходить не надо. А вот назад пятиться приходится. Назад пятиться приходится. Ну разве это не прелесть, такое приближение? В городской фотографии меня больше всего выбешивают провода. Их потом приходится либо в фотошопе убирать, подтирать, либо как-то мириться с ними. И широкий угол, в принципе, позволяет их как-то впихнуть в композицию. Они смотрятся даже иной раз как нотные строки. И выглядят достаточно неплохо. Да, когда фотографируем архитектуру, высокоскоростную съемку вообще не нужно использовать. Толку от нее никакого. Вообще один кадр, он дисциплинирует фотографа. Вот. Но тут мнения расходятся. Тени создают дополнительный объем. Но когда вы снимаете днем, тени некрасивые. Солнце светит сверху, а тени получаются короткие, куцые такие. Вот, объем теряется. Когда мы начали прогулку, солнце было пониже, было вообще прям классика. А под углом 45 градусов, так как выставляют свет профессиональные фотографы, ну или блогеры в своих студиях, чтобы получить тот самый треугольник Рембрандта. Вы, наверное, уже знаете, что такое. Ну, если не знаете, я как-нибудь расскажу и покажу. Друзья, вы не подумайте, что весь Ярославль вот такой вот покосившийся и древненький. Нет, здесь есть вполне современные постройки. Но мне они не очень интересуют, потому что там уж такая прям урбанистика. Выучите слово Которосль. Река Которосль, которая впадает в Волгу. Соответственно, есть Которосльная набережная, Которосльный мост. И все это выговорить достаточно тяжело. О как! Должно получиться неплохо. Должно получиться неплохо. Посмотрим, что из этого получится. И если, друзья, у нас сзади остается колесо обозрения, мы идем с вами по Которосльной набережной, по ее верхней части. Как там, дебаркадер, что ли, называется. И впереди мы с вами будем лицезреть красавец Ярославский Кремль. А почему бы нам не собрать это в
какую-то единую композицию, что-нибудь интересное не получить. Ну что ж, друзья, на этом все. Наша вот прогулка подходит к концу. Благодарю всех за внимание. Вот, надеюсь, вам было приятно и интересно со мной прогуляться по Которосльной набережной. Всем творческих высот, всем добра и мира. Пока-пока и до новых встреч.